Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – плоскость. Сегодня мы познакомимся с порядком построения следов плоскости, порядком построения главных линий плоскости, определением углов наклона к плоскостям проекции с помощью линий наибольшего уклона плоскости. Вот такие вопросы мы сегодня рассмотрим и задачи, которые решаются с помощью данных понятий. Ну, прежде всего, нам необходимо вспомнить основные определения и основные понятия, которые мы будем использовать в сегодняшней теме. Первое – это следы плоскости. Как вы помните, мы с вами находили следы прямой и уже представляем, что такое след прямой. Вот посмотрите, здесь на рисунке плоскость ABC задана с помощью плоской фигуры треугольника. И если мы отдельно рассмотрим сторону АБ как отрезок, продлим этот отрезок до пересечения с плоскостью, то получим что? Получим след прямой. Точно так же мы можем продлить этот отрезок до пересечения с плоскостью P2, то получим след от прямой на плоскости P2. Вот он здесь обозначен N. А теперь давайте подумаем и задумаемся над тем, что плоскость, она не ограничена этой плоской фигурой треугольником, а вообще-то говоря, это бесконечна плоскость сама по себе. Поэтому где-то плоскость будет пересекать плоскость P2. И пересечение плоскостей будет представлять собой прямую линию. Вот здесь показана линия, это P2. Точно так же будет линия пересечения на плоскости P1. Вот показана линия P1. А как же построить вот эти линии? Можно воспользоваться тем, что мы знали ранее. То есть построить, например, след отрезка АБ, след прямой, найти вот здесь след. Мы его уже знаем, как найти. Найти след другой прямой, и мы будем иметь две точки. Две точки, которые будут являться следами прямой, принадлежащей плоскости. Очевидно, что они будут принадлежать общему следу плоскости. Значит, если у нас есть одна точка, есть вторая, мы через них можем провести прямую. И прямую до пересечения с осью. Вот, получить еще здесь точку. Точно так же мы можем найти след на плоскости P2, хотя бы один. И далее что? Имея один след, имея точку на оси, можем что? Построить, соответственно, след плоскости на P2. Вот этот принцип мы и будем использовать. Это было первое. Второе. Линия наибольшего ската или уклона. Вот представьте себе, что мы имеем плоскость P1 и какую-то плоскость P общего положения. Эта плоскость общего положения, как мы сейчас только что установили, будет иметь след. Вот эта прямая есть след, это прямая P1. Да, лежит она в плоскости P1. А теперь давайте подумаем. Вот она лежит в плоскости P1. А мы знаем такое понятие, как горизонталь. Да, горизонталь, что это такое? Это прямая параллельно горизонтальной плоскости. И она, если имеет высоту 0, то есть координату z0, то она будет совпадать с плоскостью P1. То есть делаем вывод, что след это есть не что иное, как горизонталь, которая лежит в плоскости. А теперь представим, давайте, точку B, которая принадлежит плоскости P. И через эту точку B проведем перпендикуляр к горизонтали. Вот здесь угол 90 градусов. Получится у нас вот этот перпендикуляр. Дальше спроецируем точку B на плоскость P1, получим проекцию B1 и соединим точку B1 и K. Мы получим что? Прямоугольный треугольник. И этот треугольник, мало того, что он прямоугольный, он еще перпендикулярен плоскости P1. То есть его плоскость перпендикулярна плоскости P1.
И в результате вот эта гипотенуза S в этом треугольнике называется линией наибольшего ската, и угол между этой гипотенузой и ее проекцией на плоскость, это и будет угол наклона плоскости к плоскости P1. Ну, аналогичную операцию можно сделать и для плоскости P2. Вот это были все понятия, которые нам сегодня надо знать. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к решению задачи. Задача первая. Построить следы плоскости. Значит, у нас задана плоскость с помощью плоской фигуры треугольника и ее проекции А2, Б2, С2, А1, Б1, С1. Что мы должны сделать? Найти следы, да, найти следы. Для этого что? Возьмем сторону треугольника А2, Б2 и продлим ее до пересечения с осью. То есть вот так мы ее под тем же углом и продлили. Сторона АБ в горизонтальной плоскости это проекция 1, Б1. Да? Продлим и проекцию в плоскости P1. Далее возьмем точку пересечения и отсюда проведем, что опустим перпендикуляр до пересечения с проекцией. В месте пересечения вот здесь будет у нас след этой прямой. Ну, обозначим этот след, например, этот след обозначим как М1. Ну, подпишем его. Это будет у нас М совпадает со своей проекцией М1. Где будет у него проекция М2? Ну, очевидно, что проекция М2 будет вот здесь. Да? Построили. Так, один след мы имеем. Но этого, соответственно, что? Мало, да? Этого мало. Давайте найдем еще след. Да, еще след. Какую можем мы прямую продлить? Можем мы продлить прямую вот эту, да, но он будет след, как вы видите, далеко где-то пересекаться. Можем мы продлить вот эту прямую, да, BC до пересечения, так, и BC мы след найдем на плоскости фронтальной, так. Можем мы, что АС продлить в другую сторону, но тоже очевидно, что он будет пересекаться далеко. Поэтому видно, что мы на горизонтальной плоскости два следа построить не сможем, а на плоскости фронтальной сможем. Поэтому так и сделаем, по-другому. АС продлим проекцию А1, Б1 до пересечения с осью. Также АБ продлим дальше. Затем найдем здесь точку пересечения. И эта точка пересечения будет являться чем? Следом. Обозначим. Это будет у нас след, ну назовем его, допустим, N. Совпадает со своей проекцией N2. Ну, а эта проекция будет, соответственно, что? N1. Построили. У нас есть один след здесь, один след здесь. Ну, еще мало. Надо еще один найти. Давайте посмотрим, что можем продлить. Ну, я полагаю так, что можем продлить мы вот эту, да, проекцию до пересечения. Раз. Продлить проекцию в горизонтальной плоскости и опустить перпендикуляр. Опустили. В месте пересечения у нас и будет след. Ну и назовем его, к примеру, там, допустим, К. Да? Это будет след у нас вот здесь К и его проекция 1. Нашли. Ну, проекция К2 будет его здесь.
И теперь далее, что мы делаем? Далее надо искать уже, строить непосредственно сам след плоскости, да, плоскости. Ну, видите, получается у меня что? Он где-то будет очень довольно далеко, да? Ну, придется продлить вот эту ось. И дальше провести прямую линию через два следа на горизонтальной плоскости. Вот, начиная отсюда. Дальше идет у нас вот сюда. И далее продлим его до пересечения с плоскостью. Вот он у меня далеко так получился. Ну, еще даже не хватает, надо продлить горизонтальную прямую. Продлили. Теперь след на плоскости фронтальной. Где он будет? Он будет начинаться здесь и идти до этой точки и еще далее. Вот, собственно говоря, это решение, да, решение. Конечно же, например, строить, если так получается, там вот такой большой кусок слева не нужно. Можно что, временно подложить что-нибудь, начертить, и нас интересуют вот эти два кусочка, которые здесь получаются. Эти два кусочка, это и будут, что у нас решение нашей задачи. Вот, ну этот я немножко продлю. Дальше. Вот, а это можно спокойно удалить. Вот следы плоскости у нас получились. Так, дальше. Все по этой задаче. Задача номер 2. Задача 2. Требуется построить горизонталь, координата 30 мм, фронталь, координата 35 миллиметров. Строится это так. Для этого надо понимать, что это горизонталь, это прямая, параллельная чему? Горизонтальной плоскости. Значит, на фронтальной плоскости она будет отображаться в виде прямой параллельной оси. Да, на расстоянии сколько? 30 миллиметров. Поэтому я что делаю? Эту ось. Эту ось я смещу на 30 миллиметров. Вот и это у меня получилось горизонталь. Где будет у нас горизонтальная проекция горизонтали? Ну, очевидно, что надо эту точку отправить вниз. Здесь раз. И здесь два. А теперь давайте разберемся. Значит, вот точка у нас есть, которая лежит на АБ. Где здесь пересекается АБ? В этой точке. Дальше, вторая точка лежит у нас на БС. Внизу где такая точка? БС. Вот здесь. И горизонталь, соответственно, будет проходить как от этой точки до этой и далее. И далее. Ну а теперь отметим необходимые точки, пометим и обозначим то, что нам необходимо. Значит, первая точка вот тут у нас будет. Мы ее обозначим как точка будет у нас. Точка будет 1. Проекция 2. Эта точка будет называться у нас точка 1, проекция 1. Эта точка будет точка 2, проекция 2. Точка 2, проекция 1. Вот, значит, вот это у нас будет горизонталь H2. Это будет горизонталь H1. Все, обозначили. Теперь фронталь. Аналогично поступаем. Для этого мы что делаем? 35 миллиметров, да, координата. Мы сместим ось
35 миллиметров отсюда вниз. Сместили. И получим точки, лежащие на А, Б, Б, С. Этих точек проведем линии связи вверх. Проведем линии связи вверх. Так, и отметим эти точки. Значит, эта точка первая у нас так. Большая сильно получилась. Первая точка. Вторая точка. Дальше. Первая и вторая. Значит, наша фронтальная проекция будет проходить от этой точки через эту точку и далее, да? И далее вот так будет проходить. Теперь что? Обозначим. Обозначим так. Вот это у нас будет, это будет F2. Вот здесь будет F1. Эта точка будет 3, проекция 2. Эта точка 3, проекция 1. Эта точка 4, проекция 2. И точка 4, проекция 1. Ну, а теперь осталось нам что выделить, да? Наше решение. Это и это. Значит, дадим им толщину и цвет. Так, вот решение этой задачи. Да, этой задачи. Далее, следующая задача. Точка D принадлежит плоскости АБС. Требуется построить недостающую проекцию точки. Имеется проекция D2, надо построить проекцию D1. Как это можно сделать? Ну, мы знаем, что точка принадлежит плоскости. И в горизонтальной плоскости мы должны каким-то образом что-то привязать к этой точке. Это можно сделать чем? Построить горизонталь. И горизонталь здесь, и на пересечении линии связи горизонтали будет лежать проекция D2. Можно не горизонталь, а можно вообще любую прямую построить. Вот так, как я сделаю, да, чтобы меньше точек строить. Вот я построил прямую из точки С до точки D. В какой-то точке будет пересекать эта прямая АБ. Значит, найдем эту точку, которая получилась внизу. На АБ пересечение будет здесь. Это 1. Ну и соответственно могу я построить вот эту прямую, да, начиная с С до точки и далее, да. Построил. Здесь эту прямую я продлю до пересечения. Ну так. И получу в пересечении точку. Эту точку я могу назвать D2 с полным правом. Обозначим. Значит, здесь точка. Назову эту точку 1, проекция 2. Здесь будет точка 1, проекция 1. Ну, а эта точка будет у меня какая? D, проекция 1. Все, задача решена. Построили. Ну и последняя задача. Требуется определить угол наклона плоскости с помощью линии наибольшего уклона. Значит, нам дана плоскость АБС. И определить нужно наклон плоскости P1. Ну, для этого, чтобы мы могли это сделать, нужно что сначала сделать? Построить горизонталь, да? Построить горизонталь. Построили.
определить точку пересечения 1. Из этой точки опустить линию связи вниз до пересечения, найти точку пересечения на BC, BC это вот здесь, и построить непосредственно горизонтальную проекцию горизонтали. И далее. Построили. Значит, теперь мы имеем горизонтальную проекцию горизонтали. Это фронтальная проекция, это горизонтальная проекция горизонтали. Ну, чтобы не путаться, давайте их сразу обозначим. Да? Это будет у нас, соответственно, H, проекция 2, а это будет у нас H, проекция 1. Построили. Теперь, после этого, опустим перпендикуляр. Ну, и тут откуда отпускать, зависит от вида самого этого треугольника. Но здесь удобнее из точки B опустить перпендикуляр. Значит, опустим его так. Я здесь переопределение привязок нормаль поставлю. И вот сюда. Вот он у меня перпендикуляр. Здесь. Так, вот. Так, вот здесь. И продлю его дальше. Провел перпендикуляр. В какой-то точке этот перпендикуляр пересечет сторону АС. Ну, эту точку, вот она. Значит, точка 1,1. Эту точку найдем, соответственно, на фронтальной плоскости проекции. Ну, проведем вертикально. И в том месте, где она пересечет АС, вот она, да, будет точка. И теперь тоже соединим получившуюся точку с B2. С B2. Так, теперь давайте обозначим, для того, чтобы понятно было, о чем мы будем дальше говорить. Здесь у нас проекция будет точка 1, проекция 2. Здесь точка 1, проекция 1. И что мы здесь получили? Вот посмотрите, вот это. Что это такое будет? Это будет не что иное, как проекция чего? Перпендикуляра, да? Перпендикуляра. Вот посмотрите, это что? Перпендикуляр, да, к горизонтали. А перпендикуляр к горизонтали это что есть? Линия наибольшего уклона. Правильно? То есть это проекция линии наибольшего уклона. Как вы помните, она лежит в плоскости P1. А нам еще нужно, чтобы определить угол, что? Иметь гипотенузу. Да, ну для этого что нужно? Чтобы иметь гипотенузу, то надо что? Найти натуральную величину. Натуральную величину. Натуральную величину мы найдем так. Измерим. Вот здесь. Это превышение точки B по отношению к 1. Возьмем размер параллельный и померим. Сколько это будет здесь превышение. 47 миллиметров. Да, 47 миллиметров. Ну, то есть это превышение точки B1. Теперь мы это превышение мы должны что отложить из точки B перпендикуляр. Ну, я сделаю наоборот. Да? Я из точки проведу нормаль к вот сюда, к проекции, но 47 миллиметров. Вот у меня получился отрезочек 47 миллиметров. Теперь я его перенесу вот сюда, в точку вот эту. И соединим. Так, что у нас получилось? У нас получилась гипотенуза, да? Гипотенуза. Ну, мы ищем что? Угол, да? Угол будет между гипотенузой и проекцией на P1. Да, это вот это, да, будет у нас угол. Сейчас мы его и измерим. Значит, угол между этим и этим.
Вот он угол, да, получился у нас он равным 45 градусов. Ну, собственно говоря, все, на этом решение наше решение закончилось. Изучайте, подписывайтесь, для того, чтобы выходили следующие ролики, чтобы было понятно, что это вам нужно и интересно. На этом все. До свидания.